Хорошо, Оля, Так, давай с цели. а, ну, я, как обычно, у меня небольшая предыстория перед тем, как я зайду к цели. У меня Хорошо. сейчас главная такая загвоздка, что как бы а, э, не могу я делать действия, которые связаны с зарабатыванием денег. У меня просто вот, ну, просто меня парализует. Я понимаю, что это легко, это просто, там ничего сложного нету, просто, ну, там элементарные шаги делать. Я когда, ну, думаю, все, сейчас точно буду делать. Но когда надо делать, ну, просто какая-то и я думаю: "Что ж такое? Ну, в чем прикол? Это моя лень, там прокрастинация, там еще что-то". Ну как, ну элементарные шаги. Я уже разбивала там на мелкие шажочки, я там ставила себе таймеры. Ну, оно там помогает на какое-то короткое время, а дальше, ну, ничего. И самое интересное, что это именно связано с теми действиями, которые должны приносить мне деньги. И я думаю: "Ну что ж такое? Что ж это вот?" И я нашла, блин, ответ, что со мной не так. Это, оказывается, в психологии. Еще, что мне настолько я прям не могу это делать, что, щас, находясь вот в этих токсичных отношениях, да, меня сейчас прям начинает, ну, там все, мы уже прям на финишной прямой. Но, блин, там опять, именно по финансам. Вот меня прям сейчас так, прессует по финансам, и как бы я ему за это благодарна. Я понимаю, что как бы это мне пинки, чтобы я как бы туда двигалась, потому что я, блин, не могу жопу свою поднять и просто начать делать, да. Как бы и мне настолько плохо, он настолько сильно меня прессует, мне настолько эмоционально тяжело, но я все равно не могу ничего сделать. Я не могу туда идти, я не могу, блин, эти действия делать. Вот, как бы, вообще какой-то пипец. В общем, и все таки в психологии это называется исполнительная дисфункция. Когда, человек с этой дисфункцией, заставить себя что-то делать буквально невозможно и очень трудно. Это прям, ну, вот это прям про меня, да. И что, такую дисфункцию вызывает 3 причины основные. Это депрессия, у меня ее нету. Я на обучении проходила эти вот там тесты специальные, да, потому что там коучи не работают с депрессией, потому что, чтобы её уметь ей выявлять, мы сами проходили все эти тесты. Депрессии у меня явно нету. Потом там есть синдром дефицита внимания, гиперактивность. Это тоже не про меня. Ну, третье, это прям, ну, прям про меня причина. То есть это посттравматическое стрессовое расстройство. Все симптомы, что там перечислены, это все у меня есть. Я их, разрозненно, постоянно с ними работала, вот как раз в нашей работе, да, как бы, такую острое прям они уже нету, но в глубине они все равно проявляются. И получается, эти симптомы есть, а самого этого, события в моей жизни, его, ну, как бы не было в моей этой жизни. Или я его там не помню, я его не осознаю, да. Но у меня вот эта неспособность чувствовать положительные эмоции. Это то, что я пришла с самого начала, что я не могла чувствовать ни радость, ни любовь, ничего как бы. Сейчас с этим намного легче, но в глубине оно все равно, вот, ну, я тоже часто говорю, что оно внешне я это чувствую, а в глубине оно просто не доходит до меня, этот свет, эта любовь, эти эмоции. Вот в самой глубине оно все равно этот как заноза просто сидит, что вот это вот, потом, что, также было раньше очень остро, сейчас намного меньше, что я всегда ожидаю, что это, какое-то нападение, какую-то агрессию со стороны, что вот это всю жизнь у меня было вот это вот изнасилование, изнасилование. То есть оно мне просто не сидело в голове, хотя у меня никогда в жизни не было никаких этих вот, таких событий, которые это могло вызвать. Но у меня, постоянно очень сильная реакция на это слово, и оно постоянно у меня просто фоном было в голове. То есть сейчас, опять же, этого мы это, как бы с этим работали, его прям сверху нету, но, блин, в глубине оно все есть, ну, в этом вот. И сейчас периодически накатывает желание плакать. Вот прям такое прям вот, такое ощущение, что я вот, мне кажется, может, с кем-то из близких что-то плохое случилось, что оно прям вот, ну, прям плохо себя чувствую. А потом оказывается, что у всех окей. То есть, почему оно у меня так вот все это вызывает? Это плюс я нигде не чувствую, никогда в жизни не чувствовала нигде себя уютно дома. То есть, такого прям, что это мой дом, это вот. И потом
не знаю, вот несколько раз снился сон, где я просто навзрыд оплакивала вот потерю прям какого-то молодого человека и девушку. И что просто я просыпалась, и у меня это ощущение горя прям настолько, оно вот еще там какое-то это вот, ну просто что на уровне потери души, что как будто они вот я их больше никогда не увижу, что ну все, они просто погибли именно как души. То есть ну, вот, ну, такое прям огромное глубокое горе, ну в это вот. И в общем, главная моя цель сегодняшнего сеанса — это найти то самое травматическое событие, ну, вот прям вот прям вот найти именно самое основное, не то, что на него потом нацеплялась, да, там в этой жизни, еще что-то. Я хочу прям э, найти то самое событие, самое первое, вот, которое вызвало все эти симптомы, мое состояние, и вот это вот, ну, как бы, вот прям убрать всю мишуру и прям идти вот прям туда, прям в эту занозу, ну, которая сидит у меня глубоко-глубоко, и которую вот уже столько времени работая, никак не могу до нее добраться. Вот я сейчас вот прям я проявляю свою волю, я просто приказываю своему подсознанию показать именно то самое первое событие, самое основное, когда вот это вот прям вот эти все симптомы, которые посттравматическое стрессовое расстройство, да, как бы вообще появились в моем пространстве. То есть и убрать все, что мешает, ну, как бы, а, э, получается, что ну, вот, например, страх денег, да, вот то, что мне пришло, то, что вот в этой жизни, ну, как бы, что мне, почему у меня может быть вот это сопротивление, это как бы потому, что у меня отец, работая генеральным директором одного из крупнейших заводов в Украине, как бы, да, то, ну, я прям этого не знала тогда, когда маленькая была, да, это там, когда я в школе училась, но я все равно это чувствовала. То есть он был на грани там жизни и смерти, ходил по этой вот между бандитами и государством, то есть там постоянно какие-то разборки, постоянно это, то есть может быть у меня еще этот страх, что типа вот там деньги связаны с какой-то такой опасностью. Плюс у меня это вот по моим ощущениям, опять же, правда, неправда, это просто мои ощущения. Но я себя ощущаю, что как бы в большом роскошном доме, что как бы, что там, не знаю, жила в какой-то радости, гармонии, любви, в огромном богатстве. И у меня такое впечатление, ну, так мои ощущения, да, что меня просто за это мое богатство, за это мою радость, за этот огромный дом меня просто убили когда-то. И просто я себе запретила иметь в дальнейшем и дом, и это быть рядом с любимым человеком, как бы это вот, и вообще какое-то отношение к деньгам иметь тоже сама себе это все запретила. Я хочу вот этот, все свои запреты на эту всю радость, удовольствие, богатство, все это найти, проработать, убрать полностью из моего пространства. Потому что я хочу жить той жизнью, которой я себя ощущаю. Потому что я себя ощущаю на совсем другом социальном уровне. Да, то есть там ну, просто там, я не знаю, на уровне частных самолетов. Просто, ну, вот туда вот. Я туда и хочу. Я хочу жить в роскошном доме, я хочу иметь классные отношения со своей родственной душой, да, быть замужем за этим таким человеком, который там будет намного лучше, чем да, даже я себе мечтаю, да. То есть я хочу жить, ну, такой счастливой, богатой, классной жизнью, которой я, ну, буду говорить, что, блин, я даже об этом, ну, ну, она лучше, чем я даже мечтала. То есть я хочу вот туда, я хочу убрать все, что мне на это мешает. Все там контракты, соглашения, мои там запреты какие-то, вот, эти блоки. Все убираю, все свое убираю, все чужое убираю. Как бы я хочу вот туда, я хочу как бы зарабатывать, я хочу заниматься, ну, тем делом, которое мне очень нравится, чтобы оно мне приносило как бы, деньги, да. То есть, э, к началу весны, чтобы там мне приходило больше 10 000 евро каждый месяц на деле, которое мне очень нравится. Хочу в 2030 году быть замужем за своей родственной душой, зарабатывать там сама больше 100 000 долларов в месяц и жить в своем там классном, роскошном как бы доме, и чтобы все мои дети, рожденные мной, были все живые, здоровые, успешные. И я, чтобы тоже была вся здоровая, красивая, богатая, успешная, в общем, вот туда, в ту жизнь, мне туда. Поэтому на этом сеансе хочу вот убрать все, что мне мешает. Я хочу, нет, я хочу, плохое слово, потом можно и дальше хотеть. У меня есть желание,
совершать действия, которые приносят мне деньги, и у меня есть энергия, и я с удовольствием эти все действия совершаю. И эти все действия приносят мне финансовый результат, именно тот, который я хочу, и даже больше. Пусть будет больше даже, чем хочу. То есть вот это вот. И также хочу еще посмотреть, на чем там держится, и убрать. Дуйко, Лилю, которую это вот моя учительница танцев, в которой я находилась на отпевании ее там в лесу в церкви, на чем она там еще держится у меня, хочу убрать ее полностью. Потом Юля Евлеева, я там насмотрелась, блин, фигню всякую, в общем, это, если у меня что-то есть, я все это отказываюсь, убираю. И Илья. По Илье у меня есть вопрос. Как-то в одном из моих сеансов речь зашла о том, что моя родственная душа, что как бы Илья просто убил, уничтожил, не знаю его. Ну, то есть его нету в этом пространстве в нашем, и что он забрал его энергию и как бы использует ее, ну, как бы эту личину его на себя. И вот я хочу вот эту вот ситуацию рассмотреть, хочу полностью обличить, кто он такой на самом деле. Если там действительно есть энергия моей родственной души, просто это все обличить, проявить и вернуть то, что принадлежит истинному владельцу этой энергии, если у меня есть такая возможность. Как бы и просто проявить всю суть Ильи на все наше пространство, кто он есть на самом деле, без вот этой чужой энергии светлой. И Моне, если она там есть в моем пространстве, просто передать ей ту же самую информацию, кто такой Илья на самом деле, какая его суть, показать ей, что ждет ее душу за то, что она ему помогает, ну, на что она себя обрекает, и передать ей информацию, что мы будем ей, ну, так осмелюсь от всех, да, что мы рады будем ей, что мы готовы ей помочь, ну, как бы очиститься, выйти, только что, ну, если такова будет ее воля, если она это захочет. То есть вот так. Скажи, пожалуйста, Оля, имя отца? Владимир. Мама Валентина. Э, Там как-то однажды даже мой дедушка затесался, я даже в шоке, что он там как-то моё это вот Василий по маминой Без, линии. без шока. Ну, у меня такое состояние пока, да. Надо Хорошо. немножко прийти в себя. Знаешь, почему у тебя такое состояние? Давай. Ты прочитала аспекты, которые перекликаются с тем сеансом, который был у нас с Женей вчера, и который я еще, ну, я его порезала, загрузила, но ночью оно загрузилось, а сегодня нужно там это все доделать, выложить его. У меня еще А, одно по Илье. Ну, что то Мгм. мне так хочется, ну, как бы, не знаю, это вот. Когда я его еще смотрела, он говорил про какой-то корабль, который там подходил ну, где-то там был далеко, но подходил к Земле, и там вроде как что-то, что это, кто это, я не знаю, что типа если что-то выйдет из-под контроля вообще на планете, то они типа там должны уничтожить планету. И типа что они никого к себе туда не подпускали, но типа там Мони сказал, что ну ты покажи, кто я такой. И она как-то там им показала, и они сказали, окей, типа да, мы тебя там слышим, видим, ну типа мы тебя принимаем, ты типа свой. Вот я бы хотела посмотреть, что ну, действительно там есть какой-то корабль, и кого они его воспринимали? Как Черномора этого, или все-таки как светлую ну, душу, ну, которая не его энергия является? Мгм. А чего вы все так улыбаетесь? а что произошло тогда, когда ты смотрела этот, Да ничего это не произошло. видео? Я просто слышала еще раз этот корабль где-то промелькнул еще у М, Вики в каком-то этом Мгм. мгм. сеансе. И вот почему-то он мне недавно как бы, ну, Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу программу. А, Это энергетическая связь
считывается с темным аспектом души, то есть с матрицей, которая создана на протяжении одной из жизней в секторе магии. Там такое движение, и как будто бы все такое, как запеченное железо, которое переплавлено, вот такое тяжелое. Из сектора магии тянется с одним концом. Вот как кочерга, буквально как кочерга считывается. В сектор интерферентов пошло, а с другой стороны тянется в пространство Оли. И эта же энергия как будто бы стягивает ей такие черные штанишки. И там вот этот символ женского органа, который я вчера видела, гипнотический такой. И они как будто бы снимают это, и вот так положили. И вижу такой черная подключка, идет снизу, Мгм. считывается к творческому процессору. Вот. И по уровню груди, вот так до груди, она находится как будто бы в темном сосуде, как будто бы яйцо такое, половинка, да? И такая энергия, буквально вижу, она как дым, вот так движется, Мгм. серого цвета, считывается утилизация души. Подключка идет в сердце, есть, считывается заноза. Черная, как, ну, буквально затык, Мгм. как пробка. И такая прозрачная трубочка, которая потянулась в сектор интерферентов, а потом раздваивается еще в сектор магии, и идет откачка такой сияющей энергии по этим трубочкам. Буквально вот так идет энергия, прям отсос энергии идет. Вот. Мгм. Дальше я вижу за спиной а, хруст, как будто бы отламывают крылья. И в Мгм. этот момент вижу, подключка есть. Ну, есть или была в то время, когда это случилось, в области позвоночника сзади, и голова вот так, как у убитого человека, просто свисает. И на голове сверху сидит ам, как черт такой, считывается Виталий. Мгм. Считывается Виталий, муж с преисподней. И она не говорила, как его зовут. Ну вот звучит Виталий. И М. подключка пошла больше вот так по направлению к сектору магии, но больше в сектор духов. Считывается вызывание духов. Оля Мгм. ничего не говорила про вызывание духов. Так, Также посмо считывается там М. отцовский дом. В секторе вот это все пошло, как в сектор интерферента. И этот же черт сидит, ну, опять на него смотрю, слышу Виталий, и сидит как будто бы на таком пространстве, такое сияющее пространство в секторе интерферентов, считывается родовой дом согласия. Такая золотистая энергия. Мгм. И вижу, там ходит, как девушка ходит в белом таком, и от горя заламывает вот так руки. То есть очень сильное напряжение энергии. Так, сейчас это все замораживаю, поднимаюсь М. повыше, смотрю на Олю. Мгм. И Элли. я, да, это она, то есть она стоит, улыбается, смотрит на меня, Мгм. а это все как бы за ней, сзади. И эта вся конструкция считывается сторож. Мгм. А вот что интересно,
В английском сторож и storage — это как кладовая, кладовка, да? Одно и Мгм. то же слово. Ну, английский же искусственный язык, вот, и вот оно то же самое обозначает. То есть я слышу сторож, а в понимании как кладовая сознания. Вот. Мгм. Виктория, Она что еще? говорит со мной, да, это Мгм. она. Мгм. Это Оля. Она говорит со мной и показывает это вот так вот, это все сзади, на хруст крыльев, которые отломали. Вот. И показывает на этот дом, который внизу. И говорит, дом согласия, что ей нужно вернуться, говорит, в дом согласия. Мгм. Говорит, чтобы вернуть свою родственную душу. И я вижу, что эта миссия ее души, она там ходит, ну, как живая ходит, но она мне показывает, что ей нужно кого-то, буквально говорит, оживить, и она как будто бы такое бездыханное тело с такой очень черной энергией вытаскивает. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у Оли, разрешает ли она потрудиться с ней для нее? Ну, а сейчас она вот это, с этого пространства просто взлетела, как ангел вверх, как будто бы она свободна была. Она свободна вообще-то. Она взлетает вверх, ее энергосфера правильной формы, шарообразная, сияет. Только вот что, ну, вижу, где седьмая чакра, на голове такой вот считывается блистера. И такой кружочек, как бубличек, как шапочка. И туда идет черная подключка через сектор, в сектор магии. Мгм. Спроси, Виктория, у Оли, разрешает ли она потрудиться с ней для нее? Она говорит: "Да, разрешаю", и показывает руки, на которых такая невидимая прозрачная веревка, которая тянется в сектор интерферента. И слышу дом согласия в этой веревке. Мгм. А что обозначает, Виктория, дом согласия? Ну, смотри, мы туда придем. Сейчас, где я нахожусь, это первое, что ну, буквально Выходит. я слышу, вызывает отвращение, это вот эта энергия контролера, это ее муж. А, Считывается, что контролирует ее душу. И в эфирном плане он выглядит как человек с капюшоном, который вот так как дергает за веревку за эту. И он вот так дергает, а руки в это время, вот эта невидимая веревка Мгм. путает, вот так сжимается, и у нее вот так как будто бы выпускается из рук такой шар. Я Мгм. слышу энергетическое согласие. Быть жертвой, Мгм. жертвятское поведение. И я вижу, что у нее также вот эта подключка, он считывается еще как демонический характер. Мгм. И вижу, что он полностью, я слышу, зацеплен. Он как будто бы вот змеей, анакондой всей вот так вот замотан. И такие черные энергии. И это его подключка к ее нижним чакрам. Мгм. Так. Так, это, собственно, этот Виталий, да, который находится в секторе магии, Да, у показывает. него какие-то странные глаза, вот так блым-блым, как будто бы вот так вот такие круглые. Сейчас за ним стоит, я слышу сущность дьявола,
какая-то сущность стоит. Мгм. И вижу, что его как будто бы вот так, он вожжи как будто бы имеет, как ранец на плечах. И там женщина, которая его вот так вот держит, а эти вожжи, как будто бы она что-то одной рукой держит эти вожжи, а левой рукой ищет согласие. Сейчас я посмотрю, что это за М. женщина. Как ищет, вот пыль пытается вот тут разгрести, чтобы найти. Говорит, дом согласия. А это Это Оля наша. Мгм. Она вот так ниже Так. его, как будто бы на коленях стоит, его там держит и ищет дом согласия. Так. У нее претензии к нему. Я ее спросила, почему она в таком положении стоит. И он оглядывается, а она говорит, что он предал ее родственную душу, ее друга, его друга. Мгм. И То как вижу этот дом согласия, то, что она Мгм. ищет. Там То есть оно такое, как считывается равновесный план. Стоит как будто бы такой шар, в котором этот дом, на таких черных весах. Вот. И с одной стороны оно там все светится, и она там ходит. И вот к ее рукам такие там черные нити, ну, как веревки, и тянутся к такой вот полосе черной, которая как будто бы захватила рука такая черная. И эти черные весы и М. тянется в сектор магии, то есть еще ниже. Мгм. План еще считывается равновесный план. Сейчас я Мгм. посмотрю. Что это обозначает? Да, Равновесный план. сейчас разберемся. Мгм. Подожди. Да. Чуть-чуть. Сейчас там в секторе магии куда-то оно потянулось. Кто там? Кто находится в секторе магии, приказываем ему проявиться. Там эта полоса пошла мимо, и кто-то как будто бы в такой дивертикуле прячется. Кто это прячется, приказываем ему показаться, согласно его Дверка такая. физической Опять эти ДНК. часики. Так. Прячется вот так шмыгнул. Илья Цельнозор говорит, как Мгм. колдун. Как будто бы в атласном таком халатике и этот черный колпак. Мгм. Считывается, подожди, сейчас вернусь, что-то интересное прозвучало. И убежал, я его обратно на Заморозь место. его. Я его на место и приказываю ему отвечать, кто он такой. А он говорит, что он демон власти над девственностью. И вот эти программы, это ему принадлежат. Вот это стягивать как штаны. И вот это женский как бы орган, он как белый такой вообще, как Мгм. гипноз. Вот с этой подключкой внутрь, это как творческий процессор. Это тоже ему эта конструкция принадлежит. Так, я его там Он делает. заморозила в этой, он как будто бы в домике в таком. Мгм. И я вижу, что эти же глаза, а, это вот эти Виталии, его глаза. Он просматривает
и считывает Ольгу через ее мужа, контролирует. Так, только посмотрю, и считывается, контролирует. Сторож, сторожит ее. Мгм. Вот. Так, я это М. заморозила, и сейчас посмотрю вот этот дальний план. Этот дом, оно считывается поместье. И я вижу на физическом плане большой дом стоит и такой луг. И девушка бежит по лугу и обнимается. Обняла парня, а он из-за спины дает ей полевые цветы, показывает. И сейчас я спрошу, М. кто он. Он М. звучит Павел. Мгм. А кто он? Какое отношение он имеет к Ольге? Это тот человек, который умерший там, Мгм. считывается потерявший душу. И я вижу, что от этого человека, у него тоже сзади, как у Оли, вот так вот сзади такая тень, считывается контролер власти. Мгм. Вот они идут, а Оля такая светлая идет, прямо порхает, а у него сзади такая, как тень черная, и она тянется к этому колдуну. А кто такой колдун? Кто это колдун? Считывается сегмент власти Люцифера, и там считывается борьба. Мгм. Сейчас я этого сегмента, а это же Илья, этот колдун, который в этом домике. Сейчас я его там замуровала, сейчас я его Мгм. приказываю отвечать, и у него глаза смотрят. М. И Илья говорит, я его прижала и спросила, что он делает в пространстве Оли. А он выдавил из себя слова, что она не должна прийти в пространство живых душ, и обзывает ее очень плохими словами, Мгм. ужасными. И показывает, что он ее вот так вот, как-то вот так руками стучит, говорит, что он ее добьет до конца. И на нее говорит сучка непрошенная. Мгм. Так. Я, Этот, и кто-то ему закрыл рот черной рукой и м, приказывает ему молчать, не рассказывать тайны, секреты преисподней. так, а чья это рука ему закрывает рот? Кто хозяин этой руки? Э, Считывается циклоп, идет такой огромный, как человек. Мгм. Считывается циклоп, идет такой огромный человек, а люди разбегаются перед ним. Нефилим вот этот. Одноглазый? Да, рожденный от духа и от матери. То есть он М. рожденный от, считывается генетическое сцепление. Произошло генетическое сцепление. Так, а Фу, кто это? энергии такие, М. прям тошнит, ужас какой-то. Демонические энергии очень плохие. Они Мгм. противоестественные, и это хуже, чем гниль и Мгм. всякие эти отходы. Это вообще кошмар какой-то. Я М. отсоединяюсь от этого. Отсоединяйся, Виктория, поднимись вверх, почисти пространство. Да. Мгм. Но я вижу, что оно меня не цепляется. Оно скользит вот так. О, я вижу этот сон, в котором я сканировала
слышу, готовилась, сканировала свое тело для того, чтобы не было зацепок, чтобы я смогла этот сеанс провести. Мгм. Так, а чё это он закрывает рот? Что он хочет, скрыть? Он говорит, дефект познания. Что это такое дефект познания? Считывается сокрытие истины о происхождении человеческой расы циклопов. Это вот эти люди, это ветка людей, которые неандертальцы типа. Я слышу, неандертальцы. То есть это те люди, которые имеют вот эту звериную ДНК. Мгм. То есть он скрывает, вот эту причину или это событие, каким Да, образом они появились? М. соединение духа демона и с женской плотью, я слышу. Мгм. Так. А когда это произошло, соединение духа демона и человеческой плоти? Где это событие? Но опять я вижу этот дом красивый, Мгм. и вижу, как Оля идет, мило беседует с этим человеком, а он спереди светлый, Паша его зовут. Спереди светлый, а сзади за ним эта тень идет. Мгм. Считывается Виталий в этой тени. Мгм. Сейчас я спрошу, кто он. Мгм. Да, это вот это ее муж. И я вижу, как он убивает этого Павла, Мгм. становится, она плачет. Она плачет, когда его хоронят. М. Она плачет, и она положила ему на голову венок из цветов. Мгм. И такое действительно горе, его тут как бы в землю опускают. Венок этих цветов. А это вот этот символ чистой любви, искренней любви. А этот стоит, Виталий Виталий? стоит. Да, вот он стоит с этим демоном внутри. Он говорит, она мне родила 2 детей. Это Виталий говорит? Виталий говорит, Мгм. да. Так, это связано с тем соединением, о котором вот эта Оно раса связано, циклопа? потому что смотри, вот как происходит. Вот здесь Виталий стоит в секторе магии, сбоку стоит Илья Цельнозор в этом домике, и от них обоих идет подключка к одному циклопу, к этому Нефилиму? Мгм. нефилиму, демоническому существу с генетикой человека и демона. И эти люди могут выходить за пределы человеческого тела и наблюдать, я слышу, презирая коны равновесия. Мгм. Так. Они не являются человеческими существами. Они по сути своей являются, я слышу, демоническими процессорами. И они как бы
рождены уже с целью контролировать божественные человеческие души. Мгм. А кто сотворил эти демонические процессоры? Они, Мгм. я слышу, создались спонтанно во время слияния семени дьявола, то есть этих люциферов, этих демонов, демонических существ, Мгм. и считывается цельной. Вот я вижу этот символ женского органа. Это символ цельности Мгм. женского существа, которое должно было рождать чистых человеческих созданий. Да. Но оно хранит человеческое, то есть хранит память о человеческом роде. И я вижу, что это считывается как генетическая память. И я вижу, что это не обязательно, чтобы каждый из тех, кто подключен к этому информационному полю, был причастен к сношению с этими существами. Мгм. Так, ну хорошо. Значит, вот это событие, когда Но я вижу, что этот Виталий в том воплощении, он и в том воплощении считывается как Виталий. То есть это м, его ДНК. Когда он убил Павла, то он считывается, вот этот Павел, он считывается истинный муж. м, Я посмотрела, как это истинный муж, и я вижу, что вот так, что идет вот так, как будто бы два пазла вот так раз сходятся, и он такой сияющий стоит с правой стороны, он в проекции ее есть у Оли с этими цветами. мгм. Такие даже вижу, как они, ну такие как ромашечки, только розовые, полевые цветы, побольше Э, такие. И он стоит с этим букетом, и он с мгм, правой стороны у нее стоит. А когда этот его убил, то этот Павел, он никуда не делся с гипотетического, я слышу, равновесия. Он никуда не м, делся, он так и есть в ее пространстве. А когда он появился, и у них свадьба была, она буквально как будто бы в обморок падала. И я вижу, что она родила детей от него, мгм. а, и считывается от Люцифера. То есть и я слышу "наследила". И что это означает "наследила"? Мгм. Что означает наследила? Я вижу, что вот, как женский орган, да, вот так вниз, Мгм, а он вот так перевернутый вверх в ее пространстве. То есть как будто бы, вверх ногами, да, как будто бы так отрезано, и вот это символ. Это, оно так и считывается как символ, как программа порабощения души человека. И вижу, мгм, как вот оно там внутри вот так вверх ногами стоит, и такая черная подключка идет через, как бы через правое бедро. Считывается, дала согласие на воспроизведение потомства от мгм. Люцифера. Где это, Виктория, ситуация, где Ольга дала это согласие? Что произошло на физическом плане в этот момент? Давай посмотрим это событие.
Ну, я вижу, что она сильно рыдает. И у нее такой, как будто не просто рыдает, когда хоронят этого парня, ее истинного мужа, она буквально теряет энергию. И я вижу, как ее душа как будто бы вместе с ним уходит туда, в нижние порталы, а там внизу происходит как битва. Этот Павел постоянно там в этом пространстве бьется, как на мечах, с этим демоном считывается а, Виталий, Цельнозор, то есть этот один какой-то дух, Мгм. в котором считывается черенок, в этом Виталии черенок, а дальше идет как этот эгрегор Ильи, черенок, странно, силы Черенок любви, черенок это по росток. сути вот этот кусок деревянной палки, который можно прижать. Ну, садовники приживают к Ну, другому дереву. оно таки, то есть эта энергия таки считывается, Мгм. что как бы потенциал роста там внутри есть. Я и там в этом пространстве, где происходит эта битва постоянно, там находится, сейчас я посмотрю, Мгм. это как яйцо такое пространство. Мгм. И вот это, что я увидела в начале, что вот так по сердце, как вода серая, это дым, энергия. И там происходит, я слышу, гипноз, утечка энергии, гипнотическое воздействие. И я вижу, когда в том воплощении он оттягивает ее Это от Виталий могилы, оттягивает. да, оттягивает ее, Мгм. От и могилы. вижу, что у него каким-то образом а, получается, этот Павел встает с могилы, и его часть как бы переходит. Почему? Прямо в этого Виталия. Мгм. То есть это, скорее всего, какой-то контракт Павла с Виталием. Ага. А у них борьба до сих пор. У них контракт не расторгнут. Мгм. И А, я вижу, что он спереди вот так вот выглядит, как светлый. Вот как этот выглядел Павел. А сзади как будто монстр такой. И он сидит на троне, и считывается, что занял место Павла. м. Переселение души в новое тело. Так, хорошо. А давай вернемся в... Да, Подожди. жду. Как это? Как это? Я вижу, что он как будто идет такая информация, что он сбросил, как змея сбрасывает кожу старую. Мгм. Вот так этот мужчина сбросил карму свою, вот эту черную. Мгм. Вот оно что. Так это вот этот процессор, да, и это механизм переброса кармы. И этот демон, который стоит и за Ильей или и за этим э, Виталием, опять Илью вот так за рот ухватил и говорит, что он же ему запретил говорить. Мгм. Вот.
Это механизм переселения. Я сейчас хочу посмотреть, как это происходит. И я вижу буквально, Илья, например, он просто покидает свое тело. То, что М. неестественно для адекватных людей. Адекватные люди всегда находятся в своем теле, ну, то есть чистые люди, человеческие существа. И они никогда не выходят из своего тела, то есть они не сбрасывают эту кожу свою, как змеи, то есть они прорабатывают свои кармические задачи и таким образом идут по эволюционному пути. А эти не могут так сделать, но они бы уже давным-давно погибли, если бы они не перебрасывали карму на других. И вот таким образом, убивая души, М. я вижу, что это происходит не только при физическом убийстве, но это происходит на эзотерических сеансах, религиозные вот эти мессы я слышу, эзотерические мессы, они считываются одинаково. Мгм. Происходит вот сбрасывание собственных кармических задач на тех, кто взаимодействует с ними. А этот Виталий обернулся ко мне, и его этот демон хотел меня поцарапать. Вот он поцарапал меня, кусочек энергии когтем содрал. Приказываем убрать воздействие этому демону. Я забираю этот М. кусочек и вижу, как этот коготь развернулся, и ему просто в глаз. М. Я его связала и туда отправила. А, Вот. а вот эти вот, значит, процессоры, они по сути а, созданы тоже, как бы это все темная энергия, эти процессоры. Они, цель их не существования именно поглощение живых душ для выживания ихнего. Ну, Получается так? это такие метафоры. А на Да. самом деле это взаимодействие и, ну, вот эта логистика, да, написано же в начале было слово. То есть вот М. то, что я одеваю в слова, эти энергии, да, то есть это по сравнению с тем, что оно происходит, как это происходит, взаимодействие, это фактически взаимодействие Энергии. живого Мгм. сознания, и там есть своя матрица. Вот, она исходит как бы изнутри, вот как в сердце изнутри вот это. И это темная магическая матрица. В светлом пространстве каждый проживает свой момент, и сразу же прорабатывает свои кармические задачи, потому что включается совесть. То есть Святой Дух работает в живом человеке. А в этих колдунах Святой Дух замещен, так Дух– это энергия, это не существо, Святой Мгм. Дух, да? Дух — это Это, скажем, плод побуждающая, познания, да, такая побуждающая сила, Мгм. которая побуждает к действиям благородным, чистым, да? А Мгм. у них вместо этого духа получается э, как и Паразитическая какая-то матрица. сущность, буквально Мгм. как сущность. Так, ну вот интересно, да, сбросил он эту кожу, эту Да. карму и перебросил на кого? Он, я слышу, связал свою судьбу с Ольгой. И получается так, что там как будто бы в рукопашном бою Мгм. он Оля считывает в своем муже эту благородную энергию поглощенного истинного мужа. Мгм. Поэтому она и примагнитилась к нему. Да,
Да, она поэтому к нему и примагнитилась. И вот я вижу, как она замуж выходит в этом воплощении, смотрит на него влюбленными глазами, Мгм. Так, потому что она хорошо. считывает Да. эту генетику Павла, так и звучит. Мгм. Она в его глазах видит эту поглощенную энергию Павла, а он фактически как будто выглядит как спереди, как Мгм. Павел, а сзади как этот демон. Так, а вот эта душа Павла, она находится где сейчас? Я слышу в руках Ольги. Ее руки М. вот так тянутся туда, в этот дом. Там эта Мгм. серебряная нить. И их связывает вдвоем. Мгм. И она его вот держит руками за душу его. Она его не отпускает. Мгм. Так. А что спроси у Ольги, что она хочет сделать? А этот человек, Павел, он живой. Я его вижу в офисе, он сидит. Мгм. Большое окно сзади. Он Мгм. довольно молодой мужчина. Он говорит, что он Ольгу ждет. Мгм. И Так, показывает руки, ее руки, которые вот тянутся с этого нижнего пространства прямо к его живому существу. Мгм. А спроси у Павла, можно ли с ним потрудиться, поговорить? Ну, сейчас не надо. Сейчас Мгм. Оля пусть разберет свои эти. Когда она разберет эти все завалы, мы посмотрим сейчас, какой контракт Мгм. был. Вот тогда она и его освободит. Да. Нужно понять, почему она позволила, чтобы его этот убил. И я вижу, когда я только это говорю, я сразу вижу этого Виталия, который одевается как в доспехи, как воин какой-то, солдат, как рыцарь, что ли. А этот колдун присел сзади него, как на корточки. И как будто бы у этого человека есть какие-то, как механизм, как на ногах. А этот колдун ему приделывает, Илья Монастырский, Мгм. вижу его лицо, приделывает ему как эти какие-то сапожки, которые умеют летать. А что это такое? Мгм. Сейчас я его спрошу, что это он делает. Мгм. Этот черная рука, этот Люцифер опять ему за рот затыкает, вот так вот держит руку и говорит: молчи. Там какой-то камень Да. преткновения. Считывается люциферианская секта. И идет так, вот так, шух, как камень какой-то, объект спрятанный. Какой-то А, спрятанный объект. Камень преткновения. так, значит, вот эта ситуация, которая происходит с этим Павлом, э, я пропустил эту мысль. Сейчас я вернусь. Этот Вернись. Виталий стоит Мгм. в секторе магии по отношению к родовому дому Ольги. В родовом доме Ольги находится ее родственная душа, Павел. И они Мгм. идут. Они идут по полю, усеянному цветами, идут по направлению к первоисточнику. Вот у них открыт этот путь. А в секторе магии по отношению к этому, вот сбоку, стоит ее теперешний муж э, Виталий. Илья присел сзади него Мгм. и говорит: я убью эту суку-выскочку. Мгм. Он постоянно это говорит. Вот я только посмотрю, он присел и приделывает, как шпоры такие на сапоги. Но когда он это приделал, эти какие-то вертолеты считывается, то этот полетел. Мгм. Давай посмотрим, что это за энергии, которые приделал. Куда они полетели, да. Мгм.
Что это за энергии, которые приделал Илья Виталию? Я вижу, что это событие приходит этот мужчина, Виталий. Мгм. Он Так. как будто полуголый какой-то. У него есть какие-то доспехи, но я вижу грудь его голую. И ноги такие голые, вот здесь икры. И он приходит к какому-то человеку, который сидит и смотрит вот так как-то. М, Это колдун. Он Так. просит у него, да, он просит у него, я слышу, яду, какое-то магическое действие, и тот выпивает. Вижу, как Илья в том воплощении, как колдун, вот так старый человек такой, М, пальцем тыкает в какие-то книга, написанная какими-то узорами, считывается как магические действия. И я вижу, что в результате этого магического действия, этот просил силу демона, чтобы победить Павла и занять престол. мгм, И вдруг прозвучала Персия. мгм. Персидский царь. Вот этот, Так. который Павел, наверное, он в этой жизни Павел. Может быть даже такое. Короче, Мгм, я слышу Персия, что это Персия была. И потом этот, который сейчас Виталий, он разделяется вот так, мгм, и он куда-то полетел. Я подумала, куда ж, как это он полетел. И мгм, вижу как. Вот он лежит, и отделяется его какая-то часть, вот эта черная часть, как шкура осталась, лежать вот так, как, знаешь, вот так, как кобра, вот это сзади, вот это все, кожа это лежит, а он мгм, вылетает и полетел, м, куда-то он полетел, покружлял и прилетел опять к этому колдуну. мгм. И этот колдун Э, как будто с него что-то вытаскивает. Так. Что он вытащил? Он, я вижу, вытаскивает, считывается кусок за куском а, вот это живую душу, а сам как в самолет садится в его тело и перемещается. И я Мгм. слышу, и занимает персидский трон. Получается, дух Ильи занимает тело Виталия. Да, Мгм. Персидский трон. Так, а каким образом Виталий победил Павла? я вижу, как эта черная энергия, которую дал ему этот колдун, э, это на самом деле, это уже был как Илья Цельнозор в том М, воплощении. И этот демон такой огромный, ну, он с легкостью побеждает Павла, и я вижу, как он его ногами вверх, а вот так головой вниз пропихивает в такое изумрудное, почему-то звучит изумрудное пространство. А почему оно изумрудное? Сначала как в такую щель вниз считывается изумрудное, а внутри как пещера, и действительно светом таким зеленым светится, которое выжигает глаза. Это считывается матрица Люцифера, как будто бы в глаз его, внутрь. То есть он поместил душу этого Павла в это изумрудное пространство? Да. И
Так, хорошо, Виктория. А где Оля в этой ситуации? Я слышу, дала сбой. А какой сбой? Что значит дала сбой? Сейчас я спрошу. Сейчас я спрошу, Мгм. где она дала сбой. Спроси Олю, где она дала сбой? Она говорит, она показывает, что тогда, когда она пошла вслед за ним, Мгм. она потянулась за, я слышу, за живым Павлом, потому что, она чувствовала, что он не умер, что он живой. Его просто как живую душу э, переместили вот туда, Мгм. в это пространство. Так. Потянулась за ним. Что она сделала на физике? Но вот это она говорит, я тебя не отпущу. Мгм. И я ее спрашиваю, на что она согласилась. И я слышу эти угрозы от Ильи, то, что он орет, сука новорожденная Мгм. на нее, и говорит, что он ей приказал молчать, показывает на этот флакончик какого-то яда, а этот яд не работает. Мгм. Ну, это магия его яд, Мгм. не работает. Она Так. буквально в этой бутылочке магии была как запечатлена, ну, как фея, знаешь, с крылышками, бабочка. И эта баночка вот так взорвалась, и она вылетает. И она, я спрашиваю ее, есть ли контракт у нее с Ильей в том воплощении. Мгм. А она говорит, да, он украл а, трон моего мужа, говорит вот так. Мгм. И достает он как будто бы сидит на таком, как гора такая. Она берет эту гору, с него вот так вырывает и говорит, что он сидит на троне моего мужа. Мгм. Так, а какой контракт она заключила с этим Ильей? Сейчас я вижу, что по этому контракту она вот так держит, как за сердце держит своего истинного мужа, и появляется такая, как черная секира. Говорит отдать должное, показывает, как она выходит из этой, считывается, болтовня. Вот это как яйцо по сердце. Она говорит, оживить моего мужа а, и меня. То есть у нее как это миссия, и в этот момент я вижу ее высшие аспекты души, которые она вот говорит, оживить, говорит Павла и меня. Так. Так, ну хорошо, вот этот контракт, который она заключила с этим Ильей. Пусть она его покажет, этот контракт. Давай его посмотрим, на что согласилась Оля. А она, я вижу, сидит, как будто бы перед таким стеклом, руки вот так туда, и говорит, вот она говорит и рыдает постоянно, что Мгм. будет вечно рыдать, Мгм. страдать по погибшему мужу, Мгм. Так.
Что еще? Что еще в Будет видеть, контракте? вот что интересно, Мгм. что будет видеть, говорит, Павла в его убийце. Мгм. И я вижу, как часть души вот так спереди, лицо, как отпечаток. Мгм. И вдруг пришла информация, что точно так же вот эти колдуны, которые поглощают своих жертв, они тоже, это обманка такая, которая обманывает неопытных людей, которые не умеют сопоставить то, что человек говорит, с тем, что он излучает, какую энергию. Мгм. И я слышу какой-то двойственный пример, и вдруг она достает этот, я слышу, отпечаток. Отпечаток. И опять какой-то камень преткновения. Мгм. Этот камень преткновения, что это такое? И вижу, как треугольный такой камень. Он находится в секторе магии. Сейчас я посмотрю, что Мгм. это считывается склад. Склад погибших душ. Это этот эгрегор, это эгрегориальная структура, это тот типа летательный аппарат, о котором говорил Илья. На Мгм. самом деле это никакой не летательный аппарат и не инопланетная тарелка, и не объект. Это энергетическая субстанция, это как эгрегор, который удерживает души и проецирует, я слышу, М. мафию на себя. Как это? Что это обозначает? Я вижу, что этот объект, он точно так же выглядит, как такой треугольный камень, объемный. Мгм. Спереди это все светится, светится, выставлены как божественные души. Вот оно что. Как Вот амбразура, это. как одежда. Это прикрываются точно так же, как террористы в Израиле, ну вот эти в Хамаса или эти российские войска, свои вот эти войска Мгм. маскируют в жилых домах, там, где люди прикрываются. Это на физике так проявляется, в эфирном плане точно так же. Это То есть субъект вот, мнения, это программа, да. вот Это этот эгрегориальная эгрегор. структура. Мгм. И таким же, и поэтому из-за этого свечения этих поглощенных душ вызывают доверие у неопытных душ, которые ну, не могут это Не имеет сопоставить, опыта. Мгм. не имеют опыта, и Развлечения. они как мухи в сеть, в ловушку. Э, А это, Попадают. это эгрегориальная структура. Мгм. Так, и что это за камень преткновения получается? Это вот эта Это вот ловушка? переброс кармы. А, а. Как это? Это вот связано, сейчас я посмотрю, Мгм. связано с этим, сейчас я Мгм. посмотрю, как это Посмотрим. проявляется в жизни на примере ее отношений с ее мужем. Мгм. Я вижу, что он ее обвиняет в том, что она родила детей ему,
и в том, что она его принимает таким, какой он есть, и показывает на обручальное кольцо и говорит: «Ты такая же, как я». И говорит угорь, а угорь — это как эта рыба-змея. Вот это, что я видела в начале. Мгм. То есть он весь так как анаконда из-за этой энергии. И вдруг М. она вот это там, где стояла сзади него и как держала его, вдруг оживает и берет и говорит, и он так, она оживает, а он застыл, вообще вот так застыл, как камень. Вот это его черная энергия. Она Мгм. застыла в то время, когда... такое впечатление, что один живет, другой умирает. Оба жить не могут. Мгм. И вот это взаимодействие. И она берет вот эту душу Павла, как бы вынимает с него и вот так вот поставила возле себя и рассматривает. И вот этот контракт, я ей передаю, что она может разорвать этот контракт, вечно страдать, она может его как-то изменить. Она меняет, она говорит: «Приду вовремя». Мгм. Говорит: «Приду вовремя и разложу». И вот так вот такие листы раскладывает разных оттенков. Сначала черные, потом светлые, вот так. И с правой стороны, как бы вот справа, самый сияющий. Мгм. То есть эти энергии, которые были в Виталии, вот этой энергии Павла, да, он отделяет, Да, и да? сейчас я вижу, как она там во дворце стоит с этим Павлом, а он такой смешной такой, веселый парень. И она так его позвала, и вот так штора там такая черная висит. И она так показывает на этого придворный этот. Это все во дворе, в ее доме происходило. Вот На этого этот, колдуна? да, говорит на него как придворный звездочет. Показывает на него, и вдруг я увидела его как будто у него такой синий плащ со звездочками. Мгм. Он какие-то вот эти звездочет, вот это таким Он занимался. такой, это, как его звали в том воплощении этого звездочета? Приказывай ему назвать его именно, кем он был. Он говорит, что он всегда был тем, кем он был всегда, и вдруг отделяется эта черная сущность, как эта кожа Мгм. такая, ну, как пожухлая, уменьшается, и встает он, и вдруг осознает, что он вообще голый. И я ему передаю, что мы его видим, и пусть он отвечает, что он делает в пространстве Оли и ее мужа Павла. Он поворачивает, как будто бы я слышу земную ось, как земля вся скрипит, и Мгм. поворачивается земная ось. Мгм. Что это он И делает? в этот Мгм. момент, когда он поворачивает земную ось, то в пространстве Оли происходит вот это глубинное изменение родовой программы. И я вижу, как эта родовая программа вот так вот ну, поворачивается, и, как я уже говорила, вверх ногами вот так вот становится и говорит, что быть привязанной к демоническому духу через согласие. Опять это согласие. А Мгм. какое согласие? Оно же еще не вышло. Мгм. Согласие, говорит, стать его женой. Это в Виталии в том воплощении.
ну, типа Виталия, а на самом деле духа этого демона, Мгм. который живет в теле этого сейчас Ильи, Сталина и так далее. Мгм. То есть это тело как будто бы человеческое, а внутри демон. Давай посмотрим, когда Ольга согласилась стать женой этого демона. Да, я вижу, она утирает слезы, подписывает контракт. Мгм. И вот я вижу церемонию, свадьбу. У нее такие странные одежды, как будто Мгм. бы из цветов, такая как шапка такая, ну, такая какой-то убор головной, и такая штука тянется, как фата прозрачная. Вот. И много цветов разных, и дорогой дворец такой. А он раз буквально зырит на нее, вот это, знаешь, как красавица и чудовище. Мгм. Так. И на что согласилась Ольга, когда согласилась стать его женой? Что в контракте? Она говорит, родить 2 сыновей. Мгм. Что-то еще она согласилась? И я вижу, я подумала, каких сыновей? Мгм. Их? Ну, на самом деле ему не нужно ничего рождать. Я вижу, как ее энергия переходит первый раз в Сталина, второй раз в Илью. Так, кто-то сказал чепуха. Мгм. А это он говорит, а я говорю, кто его спрашивает. И он показывает на этот корабль и говорит, колдовской эгрегор. Там все завязано. И показывает черными руками с такими когтями, как этот демон все вот так как бы держит. Я ему говорю, что мы же знаем, что если один живет, то другой умирает. И я вижу, как его эта энергия, вот этот дом благополучия и согласия, его жжет и увеличивается, и его лапы вот эти как коршун, вот Мгм. так вот прямо рассыпаются. Он буквально как коршун. Это птица коршун, как магический Мгм. интеллект, я слышу, магический интеллект. Ага. Ну вот, это срабатывает там этот главный принцип. Мне хорошо, когда другим плохо. Или вот один живет, то есть там не уживаются двое. И я Мгм. вижу, что вот это дефект мнения, да, о том, что мир дуален. На самом деле это мир дуален только в этих программах, что не Так. могут взаимосуществовать и свет, и тьма одновременно. Это ложь. Мгм. Я вижу, как Ага. Оля там, где сидела, этот контракт подписывала, берет, вот она вот этот дом все время в руках держит. И Мгм. она берет его, вот так вот вытаскивает, так водрузила буквально. И Так. опять эта ситуация, где она показывает Павлу на этого колдуна и говорит, что он может отменить его решение, говорит, подчиняться крылатому. Который этот... И м, мгм. по факту этот крылатый — это как коршун, это вот эта демоническая сущность, которая перелетает из человека в человека. Мгм. Я вижу, что оно буквально так, я слышу, что тень отделяется. То есть люди, которые теряют контроль над своей жизнью, они
поддаются как бы опасности, что в их тело вселится вот эта демоническая сущность. А, Как Павел реагирует на слова Ольги? А он смотрит, он стоит, смотрит за этой шторой. Я вижу, он срывает вот эту штору и М, смотрит, что у него к этой шторе как привязка в сердце. И он берет как печать эту, так вот ударил, и повернулся ключ. И когда ключ повернулся, то вот это все, что земля вся разворачивалась вот так, все обратно произошло, и он вырастает, его душа вот так вот наполняется светом, и он обращается к Оле и говорит: ты пришла. И вижу, м, он встает, вот там, где он в офисе, и там, где шторка такая была, и он вот эту шторку так отодвигает, эту черную, и смотрит, как будто бы в бинокль. Смотрит так вот, смотрит в одну точку и говорит, что ищет свою возлюбленную. И мгм, так оборачивается ко мне и говорит: она нашла. мгм, И вдруг он смотрит, что у него тоже на ногах эти как будто бы сапоги. И он берет эти черные, они не черные, такие серые сапоги, снимает и бросает просто в лоб этому колдуну. Илье Цельнозору попал в лоб. мгм, И штору берет, вот так срывает и тоже вот так вот сворачивает такой клубок и выбрасывает. И я вижу, что Оля с ним берет его под руку, и они идут вот так, как они шли вот там, они опять вместе идут, и начинается такое свечение, вот так, как два шара, как будто бы сходятся в одном. И мгм, начинается вот это кружение. Вот всегда это как я с Марком очистились, у меня так было, у тебя с Валерией, встреча родственных душ. И Оля вдруг достает эту черную книгу, эту, говорит, согласие, вырывает оттуда такой листочек сияющий и засовывает его как швредер м, на такие полосочки почему-то. Я сейчас ее спрошу, что это она такое сделала. мгм. Вот. Она располосовала свой контракт. А, Ну, зачем, я не понимаю. Пока сейчас я посмотрю, зачем м. она это сделала. Спроси ее, зачем она на полосочке. Ну, оно так получилось, знаешь как? Ну, как М, объявление раньше мгм. делали, так вот на эти самые. Вот. Она Ярлычки. говорит, да, она говорит, что она хочет растиражировать ее мнение. Я ей передаю, что она просто может отменить все контракты, связанные с этим Ильей, отменить э, все желания заниматься с ним магией. И я вижу, что она вдруг смотрит на свою чакру, она считывается сердечная, это нижняя творческая чакра. Мгм, И она видит, как его энергия, как пиндер в ее этот процессор творческий. Вот. И вдруг она какую-то как повернула что-то. Сейчас я посмотрю, что. мгм, И снимает из головы вот отсюда такой, как удали эта картина, это поплывшие часы. Вот так м, этот символ цельнозора. Она говорит, этот символ, она говорит: забирай свои сапоги. мгм. Её сапоги.
Мгм. И вдруг крылья черные, они, это как импланты, отламываются от нее и возвращаются к нему и вместе с этими глазами. И в этот момент этот Павел вот так вынырнул с этого изумрудного пространства и как бы, знаешь, так вот потрусил глазами, из глаз такие зеленые эти штуки повыскакивали. Мгм. И он так вот смотрит, пришел, так смотрит и садится на трон. А там нет такой штуки. Ну, трон как трон, стул как стул. А когда этот сидел, то там был такая пика, и он как будто бы сел на эту пику, этот колдун. А этот М. просто сел Мгм. и подзывает к себе жену. И Оля подходит, а он как будто бы на ступеньки так вверху. Подходит, и он ее посадил на правую ногу. Мгм. Хм. И этот бизнесмен, который вот сейчас живет и ждет Олю, он это все как бы осознал и так, так спокойной душой. Мгм. Камень с души Да, ушел. да. Вот, и я передаю Оле, что она может сейчас забрать всю ее энергию, считывается с лица эгрегора этого фашизма, коммунизма, магии, это, потому что это одно и то же. Все принципы, как это эзотерика работает, магия, фашизм, то есть это все одно и то же, то есть по одним и тем же принципам. И она Хорошо. М. забирает это и говорит, что она больше не сияющая звезда, и ее энергия, и энергия ее возлюбленного, они отвлекали, они играли роль вот этого заблуждения. А, Буквально считывается, что сводили с ума людей. А почему с ума? Что это обозначает? Я вижу, что так называемый этот летательный корабль, который Илья или Мона там видели как корабль, на самом деле оно вот так считывается, субъективное мнение. То есть это эгрегориальная структура, которая имеет отображение в каждом человеке, кто задействован в этом эгрегоре. И таким образом собираются вместе и выглядели как лицо, считывались как лицо. То есть эта секта «Цельнозор» на первый взгляд считывается как что-то полезное и хорошее за счет этих вибраций светлых душ, которые поглощены этим эгрегором, этой Мгм. сектой. За этим лицом этих живых душ прячется чужеродная матрица Это не этих просто процессов. матрица, это живой дух. Он считывается как сущность человека, предка. То есть за ним этот демон, который... То есть этих демонов много, это он не один, их много. Этих демонов, которые совокуплялись с женщинами, и от них рождались эти вампиры, я слышу. И вот за этими людьми, которые занимаются вот этими вещами, заблуждают человеческие души, играют эту роль, то стоят на самом деле эти духовные сущности. Это не эгрегориальные модели, какие-то энергии безличностные. Это личность, это духовная личность, демон, который может переселяться потом в кого захочет. Мгм.
Так, и вопрос такой еще. Оля говорила оживить мужа и оживить тебя. Я так понял, Виктория, тебя? Нет, Что это? ее, а не меня. Ага. То есть Олю оживить и мужа оживить Павла. Мгм. Да. Понял. Да, хорошо. Ну, там же этот М. принцип был, кто-то живой, то есть Мгм. они не могут ужиться, когда ну, в одном пространстве. Или то, Мгм. или другое. Да, хорошо, Виктория, посмотри, изменилась ли эта ситуация, когда этого Павла убивали? Да, он сидит на троне. Мгм. Хорошо. Так, и вот этот контракт, когда она согласилась родить 2 детей, расторгла ли Ольга этот контракт? Я вижу, она с этой платформы, называется эта платформа магическая, Мгм. вот так снимает вот эти две энергии, это как два лица считывается. То есть он прикрывался ею, когда был Сталиным и когда сейчас. И она это забирает, и я вижу вот здесь считывается возвращение энергии себя домой. Ну, она какая-то выглядит как чужеродная. Я передаю Оле, чтобы она посмотрела, что это. Мгм. А она говорит, 2 мертвеца. Я ей передаю, чтобы она просканировала всю эту энергию и с этих ледышек каменных, чтобы забрала только свою живую часть от души, которая сохранила код ее божественного кода души, все, что не и оживило все, а все, что не оживается, пусть отправляет на полную аннигиляцию и запрещает кому-нибудь во всех временах использовать ее живую материю, ее живой код души для темных дел, потому что это ее энергия, и только она имеет право распоряжаться ею. Мгм. И она говорит, показывает, как это все происходит, и говорит, культ ослабел. Хорошо. Так, если И она сейчас хочет. она М. смеется и показывает на лбу такую подключка прямо к лбу, ну, как говорят, третий глаз. А там Мгм. такая пробка. Ну, как это пробка, как затыкают, М. вот как ванную, например, как Мгм. резиновая такая вот, буквально черная такая. Мгм. И такая вот подключка идет в сектор подписания контрактов. Так, что Считывается контракт о неразглашении данных. О, что и это? связано с, считывается демонический эгрегор Цельнозора, Мгм. и вижу его, как в экране. А, Так, когда контракт этот? Вот как. какое-то со мной связано что-то, он говорит. Анафема на меня говорит. А, Оля, сейчас ее спрошу, где ее контракт о неразглашении. М. Россия. Я вижу, что на тонком уровне получается так, он как бы показывает вот эту всю матрицу и показывает ее, как она вот так стоит, буквально вот здесь, она и своим этим Павлом за руки держится, и как будто бы они на этом эгрегоре стоят на краю пропасти, и что это угроза, и что если она откроет рот, Мгм.
А, Ну, на меня плохие слова говорит, конечно. В защиту меня там описывает меня словами разными. И показывает, угрожает, как эти две плоские фигуры, где она стоит, превращаются в черные и просто падают вниз. Мгм. Он говорит с пьедестала славы. Мгм. Он это... Так, а где контракт? Вот это идет программа Вика Дура, я слышу. Мгм. Это его навязанное, то есть это он так, я слышу, провозглашал, провозгласил он М. так. Мгм. Вот. И Оля вдруг смотрит на эту таблицу, где она стоит, а это буквально не она, а как отображение такое. Это уже Мгм. искаженная программа. Она как... И сейчас я спрошу, М. в какой момент она Писала запретила это... себе это говорить. Мгм. Когда это И произошло? я вижу, что она расписывается с Виталием, и на подсознательном уровне его эта черная сущность договаривается с ней, что она никому не расскажет. М. Так, Так, видит ли что Ольга... это? Да. Мгм. Видит ли Ольга этот договор, ее согласие? Да, она видит, и она так поднимает, а он такой рукой, этот Виталий, такой корявой рукой, как коршун, с Мгм. когтями, с такими прикрыл. И она вот так вытягивает и смотрит этот лист, а он становится таким прозрачным, и все М. буковки такие сияющие. И она читает эти буквы, а в них так внутрь вот так идет свет изнутри, потому что она вот так, я как будто бы стою за ней и смотрю, как она Мгм. смотрит. И эти буквы все вот так вот, она читает вот так в этом порядке. Мгм. Вот. Все начинают светиться, и она начинает подниматься вверх, потому что вот это знание, новое знание, понимание, оно выходит за пределы ее кокона. Да. Что хочет Ольга изменить в этой ситуации? Хочет ли она отказаться расписываться с этим Виталием и этой сущности? Она, я слышу, говорит, я ухожу от тебя навсегда, и вижу, как у нее из груди вот эта секира. У Мгм. нее в сердце как будто бы эта секира вот так и стояла. Я слышу угроза жизни. То есть это, ну, это страх, просто страх. Мгм. Я ей передаю, что это ее страх, и она может приказать Виталию, этому духу, забирать все те негативные эмоции, из-за которых, то есть эти все манипуляции, они вторглись в ее пространство, пусть забирают их же руками. И я вижу, как в этот момент такая черная фата срывается у нее с головы, и этот демон, он буквально стоит как демон корявый такой, знаешь, как рисует этого Вельзевула, этот Мгм. Виталий. И его просто срывает оттуда, и вижу, как эта тетя, которая их расписывала, поискала и говорит, тут должны были быть еще двое, Мгм. и берет эту и как в шухляду Мгм. заявление положила. А я хочу посмотреть, почему это она спрятала это заявление. Я говорю Оле, пусть она откажется вообще подавать это заявление, откажется от... И я Мгм. вижу, как в эфирном пространстве соглашение на обручение. Она сидит, а он пришел к ней и как будто бы на коленях стоит перед ней. Не то, что на коленях, а присел на корточки.
И обещает, что оденет ей, говорит, сапожки Люцифера. Мгм. Так, а что же это за сапожки такие? Он говорит, умение летать в других пространствах. И это контракт, по которому она как бы он ей обещал, что она в конце концов вернется к своему возлюбленному, вот где она там держала его, и Мгм. говорит, а ты отдашь мне твое тело. Я буду жить в тебе. М. Ужас. Это вот так как раз и показывает, как эти абьюзеры, они все знают о человеке, потому что они человека буквально поглощают. Я спрашиваю Оли, а почему она согласилась? А она говорит, потому что ей папа так сказал. М. И от этого события вижу такая, как крючок, я слышу в пространстве, как замороженная такая штука какая-то. Мгм. Что это И там девочка маленькая стоит и со стаканчиком мороженого. Почему-то вот так, как будто бы мороженое кушает. Мгм. А, в таком пространстве, и она одна, там больше никого нету. Спроси у девочки, что она там делает. Она говорит, что ей страшно. Чего она боится? Она показывает, говорит, у папы за спиной. Мгм. Вот так показывает. Владимир. Так, что это за Владимир? Она говорит, что на ту сущность, которая стоит за ее отцом, и За говорит, что Владимиром? Мгм. да, что он идет по ее следу. Я спрашиваю, а где ее след? И вот Мгм. вижу, что в том пространстве оно ее очень вот так давит. Такое маленькое пространство, такое плотное, и такие черные следы от сектора магии, от этой сущности. Стоп, куда уходишь? Мгм. Вот это как Ну, Вельзевул. Я его заморозила, Да, Маруся. Так. и там слышу Виталий. И вот эти все картины, которые были раньше, это история вся. Так. А почему ей страшно? Мгм. Сейчас Чего я ее она бы? спрошу, чего Мгм. она боится. Она говорит, мне папа дал мороженое и показывает, что это мороженое белое такое, как в стаканчике, а сверху такая черная, как ягодка, энергия. И потянулась вот к этой сущности. Мгм. Так, а когда Ольга взяла это мороженое, что было на физике? Что это за ситуация? А у нее такое впечатление, что она поперхнулась. То есть то ли ей холодно стало, то ли она подавилась, потому что я вижу, что какой-то как затык получился вот здесь, а эта Мгм. темная сущность вдруг откуда-то вот этот страх взялся, и как будто бы так делают ей, знаешь, как это, чтобы выплюнула. Мгм. Мгм. Так, когда Ольга вот это взяла это мороженое с этой энергией, Вот она отменяет это. Я вижу, что м, это как будто бы ягодка, как будто бы вишенка сверху лежала. И она ее берет просто и выбрасывает. И вижу, просто радуется и облизывает это мороженое. Я ей передаю, что ее жизнь– это ее жизнь. Пусть она сейчас войдет в дом ее матери, ее отца,
когда они еще только повстречались, и когда они только строили планы на ее рождение в чистоте, в любви и в гармонии. И я вижу, как она заходит в этот дом, и видит с правой стороны вот такой, как обвисает такая черная энергия. Я ей передаю, что это всего лишь история, матрица, созданная ее предками, ее родовыми корнями, но она может это все не принимать. Пусть она принимает только то, и оно выглядит, как будто бы она две вишенки вот так берет. Пусть она возьмет всю силу и гармонию материнского рода и отцовского рода. И она это берет и так радуется и говорит: я могу. Я ей передаю, что она может все. Это ее род, и это ее решение. Сейчас пусть она наполнится силой ее божественного рода, разрешит себе иметь все, что она вот нам читала. Это ее цели. И она говорит: я благородная душа, я больше не держусь за умершего Павла, говорит. Я ей передаю, чтобы она переносилась в пространство жизни, гармонии, процветания. И я вижу, как она берет вот эту, буквально считывается затычка во лбу, достает, и вот так этому Илье. И это же закрыло ее, этот портал. Вот, поднимается вверх, крылья, и смеется, а из сердца такая энергия идет. Я ей передаю, чтобы она перераспределила ее энергию по всем ее энергетическим центрам. Я вижу, как ее голова вот так раз и встала прямо, и это соответствует тому, как будто бы ось Земли выровнялась. И эти весы, которые считываются чужая карма, на котором был ее родовой дом, оно вот так просто падает вниз, а ее вот это пространство отяжелено, еще какая-то энергия. Я спрашиваю, что это еще, вот эта серая энергия, которая была по сердцу, сейчас только там внизу, возле левой ноги. Сейчас я спрашиваю, что это, зачем она это все держит. Она говорит: доминанта согласия. Какого согласия опять? О каком согласии она говорит? Пусть он покажет, что это за согласие. А она показывает, вот так присела, опять это присела, и вот так как сделала такую волну, и одна черная, а одна белая. И она говорит: встать на дорожку счастья. Так. И опять она говорит Павла с Павлом, но на самом деле это стоит вот Виталий, в котором вот этот дух. Это какое-то еще прошлое соглашение. Это остаточное, я Да, вижу. То пусть она есть я ей стерет, да. полностью сотрет все эти взаимоотношения с чужеродными энергиями. Я вижу какое-то гадание, что ли, как будто бы такая это, и она как гадания какие-то. А когда в детстве какой-то на пальцах. Я ей передаю, что пусть она зайдет в тот момент, когда она соглашалась гадать, принимать какие-то указания извне, и поменяет это решение, и пусть она отыщет в каждом том моменте, когда она предавала себя, пусть она изменит это событие, когда она прислушивается к своему внутреннему голосу, и пусть она находит в каждом этом моменте свой альфа-путь к ее сердцу, к ее божественной силе, к ее роду,
И она, вот энергосфера вот так вдруг так раз выросла, и она говорит, что она больше не загадывает для себя счастье, смеется и говорит, что она его делает, и показывает на ноги, Мгм. и ноги такие живые, сияющие. И я вижу, как от этой ее дорожки, которую она вот так вот простелила, как волна из двух, с черной полосы и с светлой, это Мгм. отпала черная, и Мгм. она вот стоит, и от этой светлой такие, как, а это ДНК, вот эта спиралька. И она вот эту черную спираль просто разматывает, я вижу. Оно считывается, разматывает, а буквально как будто бы отламывает куски. Мгм. Она говорит, что убирает соглашение быть не истинной, не живой. Я ей передаю, чтобы она поменяла эти все решения на быть истинной, живой. И вдруг я вижу, как она разворачивается, и там, где пряталась это за ее спиной, вот это выходит и разворачивается, и улетает эта демоническая энергия просто в сектор интерферентов. Там считывается вот это Виталий. И она поднимается как ангел. И буквально это вот вижу, что как будто бы птица такая. Ну, почему-то считывается как герб России. Вот это орел такой. Он Мгм. считывается не орел, а стервятник. И она выходит. Он вот так, как с сектора интерферента. Вот. Мгм. И я вижу, что с Виталием вот так вот это как голова этого стервятника, а в секторе магии такой флаг российский. Что это обозначает? Он говорит, прикрепляет такую шапку-ушанку, звезду черную на лоб. Сейчас я его вижу на физике, как он выглядит. Одевает шапку-ушанку, черную звезду на лоб, там, где вот это плечо левое, символ считывается коса, но это серп и молот типа. Мгм. И он считывается как делегирует интересы коммунистической партии. И вот это как будто там идет какой-то... Он, наверное, сторонник Советского Союза, я так понимаю. Мгм. Вот. И Оля от этого отказывается, и это с нее как пелена такая, как белок сваливается, и она сияющая поднимается вверх. И вижу, она снимает это черное кольцо с руки. И Мгм. в этот момент, потому что это черное кольцо фактически одето поверх ее естественного кольца, которое прописано в ее энергетическом поле, до встречи Мгм. с родственной душой. Хорошо. И я вижу, Так. как эта энергия считывается самый лучший вариант. Уходит тоже с этой тарелки. Сейчас она считывается таблетка. Я передаю, чтобы Оля очистила все ее пространство, наполнилась только ее истинной энергией, почистила все ее ДНК и родила своих детей, 4 детей, в чистоте, в гармонии, и очистила их божественная ДНК от присутствия этих теней, наполнила все светом. Вот я вижу, Мгм. как она их рождает один за другим. Мгм. И Хорошо. в этот момент я вижу, она как будто бы трусики снимает такие черные, и все.
Говорит, что Отлично. она рождена заново, заживо, не заново, а заживо. Мгм. И Отлично. я смотрю, и ее вот этот творческий центр, все нормально, все на местах. Вот я ей передаю, чтобы она восстановила всю энергетику в ее пространстве, восстановила целостность, выталкивала все подключки, привязки ко всем людям, очищала ее генетический код, наполняла силой ее божественного рода, дома ее отца, очага матери. Мгм. Да, все хорошо. Хорошо, отсоединяемся от всех чужеродных энергий, все чужеродные эти ситуации. Отсоединяемся от них, поднимаемся вверх. Да, она стоит, такой шар сияющий, и она, как ангел с крыльями, обнимает детей. Считывается под защитой любящей матери. Я ей передаю, чтобы она восстановила целостность и убрала все то, что мешает ей быть живой, чувственной. Отлично. Происходит это. Всё. Ну, вижу, как энергии так уходят. Мгм. Говорит, ну я пошла. Ну, хорошо. Тогда прощаемся Мгм, с Ольгой. Мгм. мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, поднимайся вверх, Да, проверяй твое личное пространство. да, все чисто. Что наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Оля, как себя чувствуешь? Свободно чувствую, что я говорю, вот то, что я чувствовала, то, что вот у меня прям там вот глубоко сидит, что-то мешает, ну вот я прям сейчас почувствовала, что все, наконец-то я от него дошли до той сути прям, знаешь, вот то, что вот так не хватало, до которой я никак не могла добраться. И прям я очень благодарна. И еще хочу один поделиться по поводу Павла. Это, конечно, это что-то, Вика. Что? А, Делись. ну, что несколько месяцев назад я вроде как нашла того самого Павла. Ну, в общем, ну, у меня такое ощущение было, что я не хочу никаких отношений, вообще ничего не хочу. Мгм. Как бы, и мне попадается видео, и я прям чувствую, что это прям он, и что если с кем, ну, то только с ним, ну, может быть что-то. Но как бы где он, где я — это вообще просто разные миры. И я понимаю, что я, может быть, могу это себе только придумать, и нельзя никак навязывать свою волю, да, другому человеку. Поэтому как бы, ну, прям, Ну, ты его встретила или нет? да, в интернете я его встретила. Ну, как бы, Ну, ты ему получается, помахала вот так вот? Вика, какое помахала? Я просто про него видео увидела. Ну, я как бы и раньше его видела, но как бы я его никак не ощущала. А тут прям вообще просто, ну, вот такое ощущение было, что это прям вот... И тут еще имя его совпадает. Я так себя тут убеждаю, что я себе просто Так, придумала, что такого так быть что, не он Павел? может. Он Павел. Но где он, ну, как бы там царь, понимаешь? Ну, и в этом воплощении царь. А где я в этом вот своей деревне испанской? И как Я бы не поняла. Я не поняла, что это за бред ты несешь сейчас, коуч? Эй, коуч да, сертифицированный, ты о чем говоришь? да, да. Имеет ценность наша душа, а не статус. Я просто, ну, я как бы понятно, что у меня есть там вера, я в это верю, что, в общем, ну, у меня такое ощущение, что если не с ним, то мне просто никто не нужен.
Ну, я понимаю, что это может быть не он, а просто кто-то похожий на него, но он даже, блин, внешне похож на моего этого мужа. Далее, то есть, ну, такое, в общем. Если получится с таким человеком даже просто познакомиться, то это уже просто будет какое-то волшебство, просто чудо. Ну, мы Если живем, это он, то все это произойдет. конечно, И- даже, и- а если не он, то он станет ступенькой. А, Ну, я думаю, что это он. Нет, так интересно, даже имя совпало. Так вообще просто. Ну, это просто, просто это короче. Но это не совпало, ничего не совпадает. Я просто считываю информацию. Все, что я слышу, то Ну да. и Я вижу, просто то даже и и говорю. хотела сказать, что я его ощущаю прям знаешь, как будто на эфирном плане, вот как будто я вот прям, ну, вообще там общаюсь с ним и, ну, просто чувствую его. Как бы Ну, ты, а он тоже уже тебя заметил. Он же посмотрел, дай о себе знать, да, то есть оно так и работает, смотри.